Вам, наверное, знакома поговорка «Икс отмечает место». Она пришла из пиратских легенд и приключенческих историй про карты сокровищ. Такие вещи сейчас не в моде, но это не останавливает многочисленных охотников за древностями, которые ежедневно прочесывают холмы и поля. Один из таких энтузиастов не имел карты с огромной буквой X, но в солнечный апрельский день 2025 года его металлоискатель пропищал, и он обнаружил одну из крупнейших когда-либо зафиксированных зарытых кладовых монет. Ниже качественный перевод исходной статьи с многократным расширением, объяснение, исторический и технический контекст, возможные интерпретации и более глубокие детали о том, как дальше развивались события. Открытие сделал румынский любитель-энтузиаст Мариус Нанджия. В разных сообщениях встречаются варианты написания фамилии. Он говорит, что выходил просто проветриться и погулять, прихватив с собой металлоискатель ради спорта и удовольствия. В одном из таких выходов, примерно в 50 километрах к юго-западу от Бухареста, устройство зафиксировало сигнал. Раскопавшись немного под поверхностью, Мариус обнаружил горстку серебряных монет. Они лежали буквально чуть ниже дерна. Несмотря на следы окисления, монеты казались хорошо сохраненными. Окисление — это естественный процесс. Металл реагирует с кислородом и влагой. Со временем меняет цвет, темнеет или покрывается коркой. По аналогии, как разрезанное яблоко темнеет, если оставить его надолго на воздухе. В случае металлов это может быть как поверхностная патина, которая иногда защищает монету, так и более глубокая коррозия. Клад быстро увеличивался по объему. Скоро стало очевидно, что монеты сложены в керамический сосуд. Финальный подсчет показал почти 1500 серебряных динаров, римских монет, предположительно зарытых около 1700 лет назад. При этом сам ассортимент монет охватывает правление от Нерона до Марка Аврелия. То есть монеты относятся к разным периодам Римской империи и по времени могут быть возрастом порядка 2000 лет. Факт наличия монет, отчеканенных при разных императорах, указывает на то, что богатство накапливалось годами, возможно, десятилетиями. Римская денежная система включала множество номиналов и типов монет. Золотые, серебряные, бронзовые и т.д. Найти в тайнике исключительно серебряные динары несколько необычно. Это можно сравнить с тем, что вы закопаете 15 тысяч долларов, и все они окажутся только по 10-долларовым купюрам. Подобный состав может давать разные объяснения. Это могли быть сбережения одного человека, который накапливал именно серебро. Это мог быть вырученный доход от какой-то деятельности, которую владелец хотел спрятать. Возможно, это часть коммерческой кассы или оплаты. Альтернативная версия. Эти монеты имели какое-то ритуальное или символическое значение для владельца. Динариумы в разное время имели разную покупательную способность. В I веке один серебряный динарий мог стоить достаточно, чтобы купить 12 хлебных лепешек. 5 динариев позволяли приобрести амфору, эмпора, большой двухручный сосуд, вина. Таким образом, N500 динариев в разные эпохи могли быть либо существенной суммой, аналог комфортного пенсионного капитала, либо в некоторые периоды гораздо меньшей реальной ценностью, в зависимости от инфляции, политических кризисов и состояния экономики. Клад хранился в керамической амфоре, эмпора или амфора, больших двухручных сосудах, которые римляне использовали для хранения и транспортировки вина, масла, зерна и прочего. Амфоры производились в разных формах и размерах, но со временем их также использовали как измерительную единицу. Одна типичная емкость приравнивалась примерно к 7 галлонам жидкости, около 25-30 литров в современных мерах, в зависимости от региона и типа амфоры. Важно отметить, место, где была зарыта амфора, явно не подвергалось недавним вмешательствам. Это может означать, что клад оставался нетронутым долгое время.
Однако сама амфора была найдена уже разбитой. Почему сосуд сломали? Возможные объяснения. Преднамеренное разрушение как часть захоронительного или защитного ритуала. В некоторых древних культурах ритуальные сосуды намеренно повреждали перед захоронением, чтобы завершить ритуал или препятствовать повторному использованию сосуда. Намеренное повреждение, чтобы облегчить доступ внутрь, например, если амфора была переполнена. Повреждение от естественных причин. Давление почвы, многолетние циклы замерзания и оттаивания, прорастание корней, действие подземных животных, случайное повреждение при первичных попытках хозяина спрятать клад в спешке. Археологи отмечают, что намеренные ритуальные повреждения сосудов встречаются в ряде древних культур, но в римском контексте такие практики не были массовыми, поэтому окончательное объяснение остается предметом исследований. Сразу после обнаружения Мариус был обязан уведомить полицию, чтобы специалисты могли обезопасить участок. В Румынии существует правило: любую значимую историческую находку необходимо сообщить в течение 72 часов. Это сделано для защиты культурного наследия и предотвращения несанкционированных раскопок. К сожалению, в случае Мариуса возникли дополнительные сложности. Обнаружение совпало с праздничными днями, и нужные инстанции были закрыты. Времени было немного, поэтому он провел следующие 2 дня, детально фотографируя каждую монету, прежде чем ему удалось связаться с властями. Юридически, по румынскому законодательству владелец находки, если он не является государственным землевладельцем в особых условиях, обычно получает долю от оценочной стоимости находки, порядка 40%. В разных случаях процент может меняться в зависимости от конкретных законов и договоренностей. Точная сумма, которую получит Мариус, пока не разглашается, но даже доля от такой оценки может стать значительной. Сам участок объявлен археологической зоной, и все дальнейшие работы будут проводиться под присмотром профессионалов. После передачи находки в профильные учреждения наступает длительный этап научной обработки. Первый. Очищение и консервация. Монеты тщательно исследуют и бережно очищают. Слишком агрессивная чистка может уничтожить патину, которая несет важные данные и защищает металл. Используют мягкие механические методы и химические растворы под контролем реставраторов. 2. Нумизматический анализ. Эксперты определяют разновидности монет, годовые типы, происхождение чеканки и возможные последовательности эмиссий. 3. Хронологическая привязка. Сравнивая монеты с известными сериями и историческими источниками, ученые точнее датируют клад. 4. Контекстуальный анализ. Археологи изучают место захоронения, слои почвы, наличие сопутствующих находок, керамика, бытовые предметы, чтобы восстановить обстоятельства захоронения. 5. Публикация и хранение. После обследования монеты могут быть переданы в музеи или специализированные хранилища. Многие образцы попадают в экспозиции или используются в научных публикациях. Каждый такой клад — это не просто сумма денег, а ценный источник информации о торговле, экономике, миграциях, социальных и культурных практиках древнего общества. Археологи выделяют несколько типичных мотивов, по которым люди зарывали ценности. При войнах и набегах хозяева прятали накопления в надежде вернуться позже. Залоговое хранилище — временное сокрытие средств. Ритуальные захоронения в качестве приношений богам, накопление торговца или ремесленника, которые держали капитал в монетах. Личные сбережения, оставленные при смерти владельца или в спешке. Комбинация факторов, подвижки границ, политическая нестабильность, необходимость хранить ценности вне банковской системы делала такие тайники обычным явлением в древнем мире. Что заставляет металлоискатель пищать?
Большинство домашних hobby-grade приборов опираются на технологию VLF – Very Low Frequency – очень низкая частота. Принцип работы в упрощенном виде. Катушка металлоискателя создает невидимое магнитное поле. При наведении на участок грунта это поле взаимодействует с любой металлической целью, находящейся в пределах действия. Металл, в свою очередь, индуцирует ответное поле, которое захватывается электроникой прибора. Устройство анализирует сигнал и оповещает пользователя звуковым сигналом. Чем сильнее сигнал, тем крупнее или ближе объект. Это, по сути, электромагнитная индукция. Вы посылаете звонок в грунт и слушаете эхо. Забавно, что летучие мыши используют похожий принцип, но с акустикой. Они посылают ультразвуковые сигналы и воспринимают возвращающиеся эхоотражения, эхолокация. Качество детектора, тип катушки, настройки чувствительности и грунтовые условия, влажность, минерализация сильно влияют на глубину и точность обнаружения. Многие хобби-энтузиасты объединяются в клубы, следят за архивами и историческими картами и выбирают места, где вероятность находки выше. Примеры популярных регионов. Великобритания, графство Норфолк, Саффолк, Линкольншир часто дают находки римских монет, викингских артефактов и средневековых предметов. Историческая плотность населения и длительный период активного человеческого присутствия делают Британию щедрой для металлоискателей. Франция. Большие территории с римскими поселениями и средневековыми памятниками предоставляют богатую почву для поиска. Нидерланды. Здесь нередко находят фрагменты викингских и средневековых предметов, а в недавнее время – крайне редкие фрагменты мечей. Шотландия – территории, богатые следами бронзового и железного веков, предоставляют материалы для изучения древней истории. Кроме того, существуют организованные туры по металлоисканию, где под руководством специалистов можно получить доступ к исторически значимым участкам в рамках закона и с разрешениями. Большинство любительских детекторов обнаруживают крупные объекты на глубине до 3 фута. Маленькие предметы, например, монеты, обычно обнаруживаются на глубинах 15-20 см, 6-8 дюймов, в зависимости от условий. Влажная почва часто улучшает проводимость и усиливает сигнал, поэтому после дождя вероятность услышать металл выше. Профессиональные промышленные детекторы с продвинутой электроникой в руках специалистов способны фиксировать крупные металлические объекты на больших глубинах, иногда до десятков метров, но такие приборы дорогие и требуют знаний для настройки и интерпретации результатов. Если вы планируете поиск исторических находок, соблюдайте местные законы, получайте разрешение, работайте этично и сообщайте об обнаружениях специалистам. И да, если все же решите зарыть свой сокровенный ящик, помните, большинство бытовых детекторов найдут большую металлическую цель, закопанную неглубоко. И не забудьте поставить X на карте, только на вашей карте. Поисковая деятельность приносит радость и иногда вполне материальные дивиденды, но она также несет ответственность. Незаконные раскопки наносят вред археологическому контексту и лишают ученых информации. Важно сотрудничать с музеями и археологами, чтобы находки изучались и сохранялись. Многие страны требуют отчетности и дают поощрение законопослушным находчикам. Клад, подобный румынскому, не только шанс на вознаграждение, но и окно в прошлое, которое поможет понять экономические и социальные аспекты жизни в Римской империи. На настоящий момент амфора и монеты переданы на экспертизу и консервацию. Участок объявлен археологической зоной, и все дальнейшие раскопки будут вестись под наблюдением специалистов. Это означает, что впоследствии мы, возможно, услышим дополнительные подробности. Инструменты, остатки жилища, другие артефакты,
которые помогут полнее реконструировать обстоятельства захоронения. Между тем, эта история вызывает интерес не только археологов, но и широкой публики. Она напомнила о том, что под нашими ногами может храниться огромное наследие, и что ответственное обращение с такой находкой приносит не только личную выгоду, но и научную ценность.